Всем привет! Очень часто любители хай-фай техники задают один и тот же вопрос. Можно ли за небольшие или умеренные деньги купить хороший усилитель или другой какой-то аудиокомпонент, при этом чтобы качество звучания было достаточно высоким? Как правило, ответ звучит нет. Но вот молодая американская компания Yamativa пытается опровергнуть это утверждение. Она выпустила на рынок бюджетную линейку Bass X. Сегодня на тесте два компонента из этой линейки. Это усилитель мощности А300 и предварительный усилитель со встроенным фонокорректором, со встроенным тюнером и со встроенным цифровым конвертером. Все в одном. Но сначала я предлагаю остановиться на усилителе мощности и потом уже перейти к предварительному усилителю. Стереофонический усилитель Yamativa A300 по заявлению компании способен отдать 8-ohmную нагрузку на два канала 2 по 150 Вт. Причем заданные искажения, которые они установили, не должны превышать 0,1%. Если это так, то это, конечно, потрясающий результат. На 4-ohmную нагрузку, но уже здесь идет фиксированная частота 1 кГц, усилитель способен отдать 2 по 300 Вт при искажениях, не превышающих 1%. Скорее всего, где-то, если так сопоставлять, наверное, ватт по 250 на канал при заданных искажениях 0,1% усилитель все-таки должен отдать. Это все надо будет проверить. Для этого, в принципе, все готово, чтобы проверить выходную мощность усилителя, его искажение, проверить параметр такой, как соотношение сигнал-шум. Заявленные параметры очень высоки, то есть по заявлению компании соотношение сигнал-шум не превышает 120 дБ. Фронтальная панель изготовлена из толстого алюминия, по бокам установлены стильные накладочки. Включается усилитель с помощью клавиши, расположенной сзади, и выводится из режима стендбай передней кнопочкой. Вот такая синяя подсветка на дисплее, больше ничего нет. Но если подсветка не нужна, то с помощью переключателя можно выключить подсветку. Или наоборот ее активировать. Сейчас я сниму верхнюю крышку с усилителя, естественно, предварительно выключу питание. Затем отсоединю кабель питания. И теперь можно уже снять крышечку аккуратненько. Верхнюю крышку я демонтировал. И теперь открыть доступ к компонентам усилителя. Слева спереди установлен мощный тороидальный силовой трансформатор. Надпись сверху говорит о том, что трансформатор может отдать большой ток и нагрузку. И трансформатор имеет ультранизкий собственный шум. Сзади слева установлен терминал для подключения силового кабеля к усилителю. А эти два модуля предназначены для защиты усилителя от перегрузок и неправильного подключения нагрузки. При аварийном режиме усилитель выключается, а индикаторы на передней панели будут светиться красным пульсирующим светом. В автоматическом режиме происходит переключение обмоток силового трансформатора для работы усилителя с напряжением 115 или 230 вольт. Спереди справа установлен блок питания. В каждом канале усилителя установлены по два электролитических конденсатора емкостью 10 тысяч микрофарад на напряжение 71 вольт. Этот показатель выше, чем у большинства аналогичных усилителей. Конденсаторы имеют маркировки LOF и SR, атрибут, применяемый для обозначения электронных компонентов со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивлением и позволяет конденсатору выдержать большой диапазон пульсаций, при которых он сможет нормально функционировать. Низкий ESR позволяет конденсатору быстрее отдать ток в нагрузку и, соответственно, бас будет быстрым и точным. Плата усилителя мощности расположена сзади справа. На плате установлен радиатор для охлаждения выходных транзисторов левого и правого каналов усилителя. Размеры радиатора скромные, поэтому для охлаждения радиатора при работе усилителя на средней и большой мощности есть два малошумных вентилятора. Включается вентилятор автоматически. Сзади справа расположена плата триггеров с выключателем подсветки дисплея.
Сзади в центре установлен терминал подключения акустических систем к усилителю. Соединение выходного каскада с усилителем производится с помощью клемм, хотя если заменить клеммное соединение на пайку, будет лучше. Со временем соединение в контактах деградирует и может быть потеря напряжения на контактах с вытекающими последствиями. Выше установлен терминал входных RCA разъемов с очень коротким шлейфом, что, конечно, является плюсом. В центральной части фронтальной панели расположена плата коммутации с дисплеем, и сзади усилителя с левой стороны расположены, соответственно, два гнезда, два триггера, вход и выход. Чуть выше выключатель индикации дисплея. В центральной части установлены терминалы для подключения акустических систем к усилителю, чуть выше RCA разъемы для подключения усилителя к источнику сигнала. С правой стороны наверху выключатель питания, слева индикация состояния сети 115 или 230 вольт, чуть ниже гнездо для подключения силового кабеля. Все готово для проверки усилителя. Усилитель подключен к нагрузке. В качестве нагрузки выступают резисторы. Подключил два канала, соответственно, правый и левый. На вход подал сигнал с генератора и через делитель подал сигнал на, соответственно, правый канал. Перед проверкой усилителя я хочу проверить, как работает звуковая карта, то есть можно ли в качестве эталона использовать звуковую карту. Для этого я отключаю усилитель, включаю звуковую карту, отсоединяю кабели и подключаю уже другой кабель, выход генератора и вход звуковой карты. Включаю, соответственно, звуковую карту и усилитель, чтобы он не остывал, чтобы температурный режим он не оставался таким, которым он должен быть. Карта подключена, но генератор я еще не включил. На что хотел бы обратить внимание, это очень низкий уровень шума. Шум самой карты лежит в диапазоне минус 135 дБ. Немножко есть вот здесь вот небольшой шум в области 8-20 кГц, совсем небольшой, но скорее всего источником шума является импульсный блок питания. Сейчас я подключу генератор. Частота генератора 1000 Гц, амплитуда сигнала 1 вольт. Итак, да, действительно, амплитуда совпадает, амплитуда сигнала 1 вольт, РМС сигнал 707,6 милливольта. Искажение THD 8 десятитысячных% и искажение плюс шум 15 десятитысячных%. То есть, можно сказать, разговоры вообще ни о чем. Ситуация, в принципе, практически такая же осталась. Гармоники не выше минус 120 дБ. Помехи от 8 и выше кГц я не учитываю. Хотя измерения, конечно, они учитывают любые помехи, любые искажения. Сейчас я вновь отключаю усилитель от сети, звуковую карту тоже отключаю и подключаю кабель от усилителя. Так, усилитель выключил, карту выключил, кабель отсоединил петлю, вот она петелечка, в сторону его, и подсоединяю разъемчик. На самом деле здесь не так все просто, то есть это не просто вот разъемчик SCI, а здесь стоит делитель внутри. Я впаял цепочку резисторов для того, чтобы понизить входное напряжение. Вот здесь они должны быть видны. Два резистора. Сделаю так специально, чтобы сигнал делился только на входе звуковой карты.
Напряжение очень высокое, должно быть больше, по крайней мере, 30 вольт, это уже точно. Чтобы не сжечь звуковую карту, естественно, необходим делитель. Теперь все включаю в обратной последовательности. Карточка, усилитель. Да, еще забыл подать сигнал из генератора, поэтому все опять свет включил. Опять включаю и повторяю все действия. Сейчас я подключил усилитель к звуковой карте. Сигнал я еще не подавал, но вот видно, что уровень шума очень низкий. Сейчас я подам на вход сигнал 146 милливольт. Это должно соответствовать примерно на выходе 1 ватту. То есть будет напряжение, сейчас посмотрим. Да, 2,89, но немножко побольше 1 ватта. Сейчас у меня установлен делитель 1 к 100, то есть реальный выходной сигнал среднеквадратичный 2,89 вольта. Или, если перевести на мощность, на нагрузку 8 Ом, чуть более 1 ватта. Общее искажение составляет приблизительно 0,16%, очень низкие, и сигнал плюс шум 0,35%. Сейчас я буду постепенно увеличивать сигнал на входе усилителя и буду контролировать, соответственно, уровень нелинейных искажений и уровень выходного сигнала. Пока оставляю напряжение как есть и буду плавно увеличивать напряжение. Пускай для начала где-то это будет полвольта. Еще раз включу. Итак, напряжение на выходе усилителя уже 9,85 вольта. Хочу напомнить, что стоит делитель 1 к 100, то есть реально 9,85 вольта. Уровень нелинейных искажений менее 0,02%. На что бы я хотел обратить внимание, это преобладают четные гармоники, 2, 4, 6, над нечетными 3, 5, 7 практически отсутствует. Далее гармоники это уже присутствует от звуковой карты, я их учитывать не буду. Это больше, конечно, похоже на ламповый усилитель. Обычно транзисторный преобладает очень серьезно нечетные гармоники над четными. То есть очень хорошо должны воспроизводиться струнные и вокал, голос. Буду плавно дальше увеличивать выходное напряжение. Итак, выходное напряжение 36 вольт, нелинейные искажения больше 1/10, 18 сотых, поэтому сигнал надо уменьшать. Сейчас амплитуда входного сигнала составляет 1,82 вольт. Это соответствует максимальному значению. Искажение THD менее 0,1%. Для точного измерения необходимо подождать несколько секунд. Выходное напряжение РМС на нагрузке 8 Ом составляет 35,88 вольт. Работают оба канала. Теперь можно вычислить, какая максимальная выходная мощность усилителя при заданном пороге THD менее 0,1%. А это ЧХ усилителя при полной выходной мощности. Все измерения соответствуют заявленным параметрам. Реальное значение THD составляет 0,45%, установившееся значение. Выходное напряжение составляет 35,88 вольт РМС. Выходная мощность усилителя на нагрузке 8 Ом, THD менее 0,1% составляет 35,88 вольт в квадрате. Делим на 8, получаем 160,92 Вт. Работает оба канала.
Я измерял выходную мощность усилителя в полном диапазоне частот. THD максимально увеличивается не более чем на 0,01%. Все измерения закончены, прослушивание завершено и, соответственно, выводы. Я мог всякое ожидать, но то, что вот я услышал от А300, я, конечно, не мог ожидать. Усилитель, конечно, по звучанию на одну ступеньку по цене выше, вот даже на 2. Изумительное звучание, точная расстановка инструментов, великолепный вокал, отлично передает струнные, классику, джазовые композиции. И, кстати говоря, даже и попсу служил, все великолепно, супер. Кто-то может сказать, да, все хорошо, но там вот стоят вентиляторы, кулеры, что-то там крутится. Ну, я гонял на полную мощность, но как бы грузил так, что у меня резисторы там дымили прямо. 300 там, на вид 400 оборотов, тишина. Самая тихая, ну, может быть, где-то 150-200. Самое интересное, что даже при 1 ватте радиатор уже горячий, то есть ток покоя очень высокий. Ну и измерения показывают, что присутствуют четные гармоники, нечетные, 3-я, 5-я, совсем маленькая, 7-я просто отсутствует. А у большинства усилителей забор, можно строить забор до 21 гармоники. Список треков я, соответственно, прикладываю, которые я как бы вот рекомендую взять за основу, что вот там сразу все можно услышать. Если контрабас, то вот стоит контрабас, вот можно за руку его хватать, где он там струну начинает щипать. Если вокал, то это вокал, реально вокал, фортепиано и так далее. А можно и свои треки, кто уже знает свои треки, хорошо можно, конечно, прослушивание делать со своими треками. Рекомендую настоятельно А300 сравнить с каким-то другим усилителем. То есть прийти в салон, там, где можно послушать, сравнить два именно усилителя мощности, или, например, усилитель мощности и какой-то там другой усилитель. И, собственно говоря, сделать выводы. Один трек на одном усилителе, этот же трек на другом усилителе и так далее. Но я использовал разные источники. В основном, конечно, больше уже перешел на современную информацию. Это HD треки через MacBook, через предварительный усилитель. И все получается очень неплохо. Хотя можно, например, использовать источник сигнала с регулируемым выходом, ну, например, там какой-нибудь ЦАП там, и так далее, тогда необходимость предварительности, в принципе, она будет как бы вообще не нужна. То есть один каскад тогда можно просто будет убрать и слушать напрямую. Я обычно еще использую это пассивный регулятор громкости, вообще супер все получается. Хотя вот полный цепь, слушал там с электростатами, обычные колонки, все идет идеально, просто идеально. Можно даже для начала просто послушать вот комплект целиком и для себя сделать выводы. Но у меня так язык и поворачивается назвать лучший усилитель, который я слышал из бюджета. Но буду, так сказать, вот, соблюдать дипломатию, скажу, один из лучших бюджетных усилителей, которые я слушал. Всем настоятельно рекомендую. До встречи. Всем пока.